На период разработки нового сайта его необходимо закрыть от индексации поисковыми системами. Это нужно для того, чтобы поисковый бот не сканировал сырые, некачественные страницы и не добавлял их в индекс. Но тут важно понимать, что речь идет о новом проекте, у которого новый, только что зарегистрированный домен, и у сайта нет трафика из поиска. Если же у вас действующий сайт с трафиком, то разработку необходимо ввести на специально созданном домене или поддомене, который также должен быть закрыт от индексации на время работ. А по завершению вы просто заливаете старый сайт вместо нового. В противном случае поисковый бот найдет тестовую копию вашего сайта с дублирующимся контентом и может понизить основной сайт в поиске. Существует несколько способов, как закрыть сайт от индексации поисковыми системами. Первый. Закрыть сайт в robots.txt. Второй. Добавить HTML тег noindex в исходный код всех страниц. Третий. Настроить 503 ответ сервера или защита паролем. Если у вас появятся вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Тема сложная, и это нормально, что вы поначалу можете ничего не понять. Мы с вами будем в работе использовать все три варианта вместе. Объясню почему. Закрытие сайта в robots.txt вас не спасет, если на ваш домен уже есть ссылающиеся внешние ссылки. Поисковики могут добавить в индекс, несмотря на запрет в robots.txt. Цитирую вам справку Google Search Console. Файл robots.txt не предназначен для блокировки показа веб-страниц в результатах поиска Google. Если на других сайтах есть ссылки на вашу страницу, содержащие ее описание, то она все равно может быть проиндексирована, даже если роботу Googlebot запрещено ее посещать. Чтобы исключить страницу из результатов поиска, следует использовать другой метод, например, защиту паролем или директиву noindex. Теперь, что касается тега noindex. Давайте сначала прочитаем справку Google. Чтобы предотвратить появление страницы в результатах поиска Google, вставьте HTML-код страницы, атрибут noindex или заголовок noindex в запросе HTTP. Во время сканирования робот Googlebot обнаружит его и проигнорирует страницу, даже если на нее ссылаются другие сайты. Здесь ключевое слово это «во время сканирования». Это означает, что Googlebot все равно будет ходить по вашему сайту, и это нам ни к чему. По опыту могу сказать, что ни robots.txt, ни noindex, ни оба вместе взятые не работают на 100%. Поэтому самый действенный метод – это закрытие сайта сервером, чтобы любой запрос к сайту отдавал 503 ошибку. Сайт будет доступен только авторизованным пользователям. И сделать это проще всего при помощи плагина All-in-One WP Security. В этом видео мы только закроем сайт от индексации при помощи этого плагина. Но в дальнейшем, когда будем открывать уже готовый и вылизанный сайт к индексации, мы к нему еще вернемся, чтобы настроить безопасность. Хватит теории, перейдем к практике. Сперва займемся файлом robots.txt. Тут все просто. Пока мы с вами еще не дошли до установки SEO-плагина, предлагаю создать этот файл вручную в папке public.html, где лежит WordPress. Когда мы с вами дойдем до плагина в одном из следующих видео, то как раз увидите разницу между виртуальными и статическими файлами. А теперь давайте к делу. Перейдем на хостинг в раздел «Сайты». И кликнем по папке напротив нашего домена. Переходим в папку public.html и делаем правый клик «Новый файл». Назовем его robots.txt и делаем по нему правый клик «Правка». Теперь просто вставляем сюда две строчки. Я их оставлю под видео. Юзер-агент указывает на то, для какого бота эти правила. В нашем случае звездочка означает, что для всех ботов сразу. Disallow указывает, какую директорию не индексировать. В нашем случае слэш означает все, что находится, начиная с главной страницы. Давайте сохраним наш файл и перенесем его в нашу папку.
Давайте проверим файл robots.txt. Для этого откроем под инкогнито наш сайт и допишем на конце robots.txt. Отлично, все работает. Теперь займемся тегом noIndex. Для этого в админке WordPress перейдем в настройки. Чтение. Отмечаем галочку «Попросить поисковые системы не индексировать сайт». Это добавит наш тег на все страницы сайта. Давайте проверим. Откроем главную и заглянем в исходный код. Вверху находим meta_name_robots content noIndex. Не забудьте также проверить и на остальных страницах. А теперь мы с вами настроим плагин. Переходим в админку и устанавливаем плагин All-in-One WordPress Security. Затем переходим в настройки плагина, режим обслуживания. Отмечаем галочку. Можно задать кастомное сообщение, которое будет видеть пользователь при попытке открыть сайт. И кликаем «Сохранить». Давайте проверим, что получилось. Для этого откроем сайт в режиме инкогнито. Отлично, мы видим, что сайт недоступен. Давайте проверим код ответа сервера. Вызовем при помощи F12 консоль разработчика. Откроем вкладку Network и обновим страницу со сбросом кэша. Это Ctrl F5. Отлично, мы видим 503 код ответа. Но если добавить на конце /vplogin.php, то мы увидим страницу входа в админку. И после авторизации мы сможем видеть наш сайт. Profit. Теперь сайт могут просматривать и редактировать только авторизованные пользователи. Не выключайте режим обслуживания до тех пор, пока сайт не будет вылизан и готов к запуску. Вы спросите, а зачем нам запрет на индексацию с помощью noIndex и robots.txt, если сайт и так закрыт сервером? Ответ прост. Во время разработки вам нужно будет тестировать сайт с телефона или же показывать промежуточные версии заказчику. И для этого придется временно отключать режим обслуживания. noIndex и robots.txt спасут вас, если робот решит заглянуть на огонек в этот момент. А может и нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео мы с вами настроим ЧПУ или же человекопонятные урлы. Увидимся в следующем видео.